6638 метров. В мире альпинизма это высота средней сложности. На Эверест каждый сезон поднимаются сотни человек, но на вершине Кайласа нет ни одного флага, ни одного следа. Каждый год сюда приходят тысячи паломников, но вместо восхождения они идут по кругу. 52 километра по камням и вечному льду. Они видят пик горы, но никто даже не пытается сделать шаг вверх. Официальная наука называет это место святыней. Но факты говорят другое. Здесь биологические часы человека начинают работать иначе. За несколько часов ногти и волосы отрастают так, будто прошли недели. Взгляните на южную стену. Прямо по ее центру проходит гигантский символ, который виден даже из космоса. А из каменных зеркал на склонах горы доносятся звуки, способные изменить состояние человеческого сознания. Тибет хранит то, зачем десятилетиями охотились спецслужбы крупнейших держав мира. Сюда приезжали люди, которых не интересовали молитвы. От нацистской организации Анненербе до секретных отделов советской разведки. Они искали не Бога. Они искали технологии, которые дают власть над временем. И ни одна из сторон так и не объявила о результатах. Вы на канале Nexum. Сегодня мы докажем, Кайлас – это не гора. Это запретный периметр с тысячелетней историей, которую скрывают от большинства людей на планете. Что на самом деле охраняют на высоте 6000 метров? И что происходит с теми, кто подходит к этой границе слишком близко? Путь к этой вершине лежит через Западный Тибет. Это огромное сухое плато, где на сотни километров вокруг только камни, пыль и тишина. Это пространство кажется абсолютно пустым и безжизненным. Средняя высота здесь составляет 4500 метров. На такой высоте мало кислорода, а солнце не греет, оно обжигает. Эта территория не предназначена для жизни людей. Но именно в центре этой пустоты возвышается Кайлас. Любой альпинист смотрит на гору как на цель. Он изучает породу, планирует маршрут и готовится к подъему. Но с Кайласом это не работает. Вы можете подойти к горе вплотную. Можете снять ее на камеру. Можете пройти вокруг весь маршрут. Но на вершине никогда не было ни одного человека. При этом дело не в сложности подъема. Есть горы значительно круче, и люди их покоряли. Запрет на восхождение – это не физический барьер. Это что-то другое. Что-то, что останавливает людей еще до того, как они делают первый шаг вверх. И чтобы понять, откуда этот запрет взялся, достаточно посмотреть на тех, кто живет рядом с этой горой тысячи лет. Кайлас – это точка на карте, где сходятся 4 совершенно разных мира. Индуисты, буддисты, джайны и последователи древнего учения Бон. У каждой из этих традиций свои боги, свои обряды и свои представления об устройстве Вселенной. Они расходятся буквально во всем. Но именно здесь, у этой горы, все они дают одинаковый ответ. На вершину Кайласа заходить запрещено. Каждый год сюда приходят тысячи людей со всего мира. Их путь – это круг вокруг горы. Одни группы идут по часовой стрелке, другие против. Все остальное у них разное. Но вершина для всех остается закрытой. Если бы такой запрет существовал только в одной религии, его можно было бы объяснить традицией или суеверием. Но когда 4 совершенно разные культуры на протяжении тысяч лет соблюдают одно и то же правило в отношении одной конкретной горы, это уже не похоже на религию. Почему именно этот пик? Рядом есть горы выше и технически сложнее. Миллионы людей за тысячи лет подходили к Кайласу и останавливались. Что именно их останавливало? И что происходит с теми редкими людьми, которые все же решались идти дальше? Маршрут вокруг горы – это испытание на пределе человеческих возможностей. 52 километра по острым камням и вечному льду. Большинство людей проходит его за 3 дня. Но есть те, кто идет иначе. Тысячи паломников двигаются особым способом. Шаг, глубокий поклон, полное падение на ледяную землю. И так каждый метр дистанции. Это требует нескольких недель. Самый тяжелый участок – перевал Дром-Лала на высоте 5600 метров. Здесь кислорода вдвое меньше нормы. Сердце работает на пределе. Тело требует остановки. Врачи объясняют это горной болезнью. Но у Кайласа есть эффект, который медицина пока не может объяснить. Люди возвращаются с маршрута с одинаковыми рассказами. Время здесь ведет себя странно. Секунды растягиваются, а часы проходят как минуты. Но по-настоящему пугает другое. За 12 часов пути у людей отрастают борода и ногти так, как будто прошло несколько недель. Это не единичные случаи, это повторяющийся эффект, который фиксируют разные люди в разное время. Что-то в этом месте заставляет биологические процессы в организме человека ускоряться. На Эвересте, где условия не менее жесткие, ничего подобного не происходит.
Тысячи восхождений и ни одного похожего случая. Высота и холод сами по себе этого не объясняют. В 1999-м к Кайласу пытался подняться испанский альпинист Хесус Мартинес Новас. Он вернулся с маршрута и умер через несколько месяцев. Его коллеги, которые шли вместе с ним, также сообщали о резком ухудшении здоровья после подъема выше определенной отметки. Официальная причина смерти – стремительное онкологическое заболевание. Исследователи, которые занимались изучением этого феномена, обратили внимание на саму форму горы. Кайлас выглядит не так, как обычные горные массивы. Его грани слишком ровные, пропорции слишком правильные. Это больше похоже на конструкцию, чем на результат природных процессов. И главные подсказки дает именно южная сторона горы. Чтобы заметить аномалию, не нужно быть ученым. Прямо по центру огромного склона проходят идеально ровные полосы сверху вниз. Они настолько четкие, что больше напоминают швы на корпусе огромного механизма, чем результат работы ветра или льда. Официальная наука объясняет это трещинами в породе и воздействием температур. Однако природные процессы не создают строго выверенных симметричных рисунков, тем более таких, которые видны из космоса. Но именно это мы видим на южной стене Кайласа. Перед вами рисунок, который больше похож на чертеж, чем на скалу. Но самое странное находится по краям этой конструкции. Там расположены огромные скальные поверхности вогнутой формы. Исследователи называют их каменными зеркалами. Работают они по простому физическому принципу. Вогнутая поверхность собирает все, что на нее попадает – звук, свет, излучение – и направляет в одну точку. Именно по этому принципу устроены спутниковые тарелки и радиотелескопы. Только каменные зеркала Кайласа в сотни раз больше. И направлены они прямо на тропу, по которой идут паломники. Что именно они направляют на эту тропу, неизвестно. Это может быть звук. Это могут быть волны, которые приборы пока не фиксируют. Но эффект ускоренного старения, который люди описывают, хорошо совпадает с тем, что происходит с живыми клетками под воздействием направленного излучения. Это не фантастика. Ученые давно доказали, что определенные частоты влияют на биологические процессы в организме. Геологи не могут объяснить, почему эти вогнутые поверхности образуют вокруг горы замкнутый контур. Случайность так не работает. Ветер и лед не создают системы. А здесь перед нами именно система. И если гора является передатчиком, то у ее подножия находится то, что исследователи считают источником питания для всей этой конструкции. У подножия Кайласа лежат два огромных озера. Их разделяет узкая полоска земли шириной несколько сотен метров. Первое называется Манасаравар, второе – Ракшас-Тал, что в переводе означает «озеро демонов». И это два абсолютно разных места. Манасаравар – пресное. В центре соленой безжизненной пустыни оно остается чистым и пригодным для питья. Поверхность почти всегда спокойная. Люди, которые приходят сюда после тяжелого пути, говорят об одном и том же. Усталость проходит быстро, тело восстанавливается. Местные жители считают эту воду живой. Несколько сотен метров в сторону, и все меняется. Ракшас-Тал – соленая, вода горькая. Если человек выпьет ее, это вызовет тяжелое отравление. Когда на Манасаравар полная тишина, на Ракшас-Тал без видимых причин поднимаются большие волны. На берегах нет зелени, только серые камни. Дикие животные обходят это место стороной. Ученые объясняют разницу составом солей и глубиной. Но есть кое-что, что химия не объясняет. Посмотрите на расположение. В центре Кайлас, а два озера по его сторонам. Одно дает жизнь, другое убивает. Как два полюса батарейки вокруг источника тока. Человек, который приходит в этот район, оказывается буквально между двух противоположных зон. И те, кто игнорирует эту границу, возвращаются с проблемами со здоровьем. Но загадку озер хотя бы теоретически можно объяснить химией. То, что скрыто в скалах неподалеку, объяснить невозможно. В районе Мустанг прямо в отвесных песчаных стенах люди когда-то вырубили около 10 тысяч пещер. Это непростые укрытия. Внутри многоуровневые конструкции с продуманными вентиляционными шахтами, длинными коридорами и жилыми блоками. Большинство пещер находятся на высоте 50 метров от земли. Без специального снаряжения туда не добраться. В самых глубоких камерах исследователи нашли тысячи древних рукописей, спрятанных там сотни лет назад. Там же обнаружили захоронения возрастом более 2000 лет и предметы, которые сохранились практически в идеальном состоянии. Зачем строить хранилище на такой высоте? Официальная наука говорит о защите от врагов и сухом климате. Что именно прятали так тщательно?
Здесь работает одно правило: чем важнее содержимое, тем выше и недоступнее хранилище. Мустанг – это внешний контур системы. Но в 200 километрах отсюда эта логика достигает своего предела. Там находится целый город, который люди не строили на поверхности. Они вырубили его внутри скалы. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Среди мертвых глиняных каньонов из земли поднимается Цапаранг. Когда-то это была столица древнего царства Гуге. Но это не обычный город. Это каменная конструкция, которая росла не вширь, а вверх. У основания располагались жилые лабиринты. Выше находились храмовые комплексы. На вершине отвесного утеса стояла королевская крепость. Внутри скалы проходила сеть вертикальных шахт, которая позволяла пройти весь город снизу доверху, ни разу не выйдя на поверхность. Вокруг Цапаранга на сотни километров тянется выжженная пустыня. Воды нет, еды нет. Ученые до сих пор не понимают, как этот город снабжался водой и продовольствием. Как здесь могли жить тысячи людей, непонятно. И еще один факт, который не поддается объяснению. В залах, где столетиями не было людей, древние росписи на стенах сохранились так, будто их сделали недавно. Краски не потускнели. Камень не разрушился. Золото на алтарях не тронуто. При этом людей нет. Город выглядит так, будто все его жители исчезли в один день, оставив все на своих местах. Официальная версия говорит об осаде в 17 веке. Но осада не объясняет нетронутых алтарей, сохранившихся красок и полного отсутствия следов разрушения. Цапаранг доказывает одно: в этом регионе когда-то существовала цивилизация с возможностями, которые мы пока не можем объяснить. И она исчезла так же внезапно, как появилась. В 20 веке этот вопрос вышел за пределы науки. К руинам Гуге потянулись те, кто искал не историю, а технологии. И за ними стояли самые серьезные организации своего времени. 1938. Мир движется к войне. В это напряженное время ведущие державы начинают искать не только нефть и металлы, но и знания, выходящие за пределы привычной науки. Экспедиция Эрнста Шефера, немецкого зоолога и офицера СС, отправляется в Тибет под видом научной миссии. Официальная задача – изучить природу и население региона. Но у экспедиции был второй уровень задач, который в официальные отчеты не попал. Пока одни участники собирали образцы растений, другие замеряли радиационный фон, фиксировали электромагнитные аномалии и искали древние тексты. В этих текстах, по имеющимся данным, описывались способы воздействия на материю с помощью направленной энергии. Организация, которая стояла за этой экспедицией, называлась Аненербе. Это был специальный исследовательский институт внутри структур СС, задачей которого был поиск древних технологий и знаний, способных дать военное преимущество. Архивы этой экспедиции исчезли в 1945-м при невыясненных обстоятельствах. Что именно было найдено в Тибете, неизвестно до сих пор. Известно только то, что после возвращения Шефер получил несколько высших наград Рейха. За научную работу такие награды не давали. Из Тибета Шефер привез череп с необычными пропорциями черепной коробки и пакет рукописей, которые были переданы напрямую в закрытые отделы Рейха. Эти предметы исчезли в 1945-м вместе с остальными архивами. До сих пор их местонахождение неизвестно. В 1945-м, в последние месяцы войны, архивы, связанные с Аненербе, начали исчезать. Часть уничтожили, часть вывезли, часть просто пропала без следа. Вместе с ними исчезли и материалы тибетской экспедиции, тот самый череп и рукописи, которые передавались напрямую в закрытые отделы. С тех пор они нигде не появлялись. Ни в списках трофеев, ни в музейных коллекциях, ни в рассекреченных документах. И на этом история могла бы закончиться. Но проблема в том, что Германия была не единственной страной, которая работала в этом регионе в тот период. В то же самое время здесь действовала и советская разведка. Детали этих операций до сих пор остаются закрытыми, но сам факт их существования подтвержден рассекреченными материалами. Это была не разовая миссия, а серия выездов в Центральную Азию, где под видом научных и этнографических исследований собиралась информация о регионе, его маршрутах, населении и местных верованиях. В отчетах, которые дошли до наших дней, есть упоминания о сборе сведений о так называемых «скрытых местах», территориях, о которых говорили местные монахи и проводники. Советские специалисты фиксировали эти рассказы как ориентиры, которые стоит проверить на местности. Часть материалов по этим экспедициям до сих пор остается закрытой.
То, что опубликовано, дает лишь общую информацию. Район Кайлоса интересовал спецслужбы обеих сверхдержав одновременно. И это не совпадение. В одно и то же время, в условиях полной изоляции региона, туда заходят экспедиции с разными флагами, но с очень похожими задачами. При этом ни одна из сторон не публикует внятных результатов. В таких случаях важен не ответ, а сам факт интереса. Потому что подобные операции слишком дорогие и сложные. Значит, у всех сторон была причина искать здесь что-то конкретное. Если собрать все эти истории вместе, они сводятся к одному – к описаниям из древних текстов этого региона. В них это место называют Шамбалой. В каньонах Гуге, среди вырубленных в скалах комплексов, экспедиции находили тексты, относящиеся к культуре Шанг-Шунг, цивилизации, существовавшей здесь задолго до формирования классического тибетского буддизма. Это исторически зафиксированная культура со своим языком и письменностью. Часть этих текстов носит религиозный характер. Но есть и другие фрагменты. В них описываются скрытые земли, территории, которые невозможно обнаружить обычным способом. Речь идет о пространствах, доступ в которые закрыт для людей, которые не обладают определенной частотой восприятия. Именно тогда Шамбала перестала быть легендой и превратилась в объект военного интереса. Для паломников это обитель богов. Для военных аналитиков это аномальная зона, которую невозможно обнаружить с помощью современного оборудования. Место, где физические законы работают иначе. Кайлос в этой системе выглядит как точка контроля, своего рода узел, через который проходит граница доступа. Это не просто гора и не физический барьер, который можно обойти или преодолеть. Это структура, которая отделяет одну зону от другой. Доступ туда ограничен, потому что у современного человека нет способа этот вход распознать. Поэтому во второй половине XX века к этой теме подключаются структуры с техническими возможностями. Используются спутниковые снимки, аэрофотосъемка, геофизические измерения. Проверяются магнитные поля, особенности рельефа, любые отклонения, которые можно зафиксировать приборами. В 1926 в Центральную Азию отправилась экспедиция Николая Рериха, художника, философа и исследователя. Формально это было научно-культурное путешествие, изучение маршрутов, сбор этнографических материалов, наблюдение за природой и традициями региона. Однако ряд источников указывает, что экспедиция могла иметь и дополнительное значение. Рерих поддерживал контакты с советскими представителями и передавал отчеты, часть которых не публиковалась. Маршрут экспедиции проходил через труднодоступные районы Тибета и соседних территорий. В своих дневниках Рерих подробно описывал встречи с местными жителями и ламами. Некоторые из них, по его словам, говорили о существовании Шамбалы. Важно понимать, что в то время подобные идеи находились на границе между мифом, религиозной традицией и попытками их осмыслить в научном ключе. Для одних участников экспедиции это были элементы местного мировоззрения, для других – возможные указания на малоизученные явления. Что именно Рерих передавал в Москву, неизвестно. Открытые материалы дают лишь общее представление о его работе, тогда как часть сведений так и не стала достоянием общественности. Проще всего назвать Кайлос просто святыней и на этом остановиться. Но святых мест на Земле тысячи, и ни одно из них не сочетает в себе все сразу. Интерес спецслужб разных стран, зафиксированные сбои биологических часов, странную систему озер и каменных зеркал и поиски зоны, которую не видят спутники. Теперь обратите внимание на один факт, который обычно остается без внимания. Германия отправила экспедицию в 1938 Примерно в то же время там работали советские специалисты. После войны интерес к региону проявили США и Великобритания. Все они что-то искали. И ни одна страна так и не объявила о результатах. Государства не молчат просто так. Если ничего не найдено, об этом говорят прямо, чтобы закрыть вопрос и объяснить затраты. Когда же молчат все и сразу, возможны два варианта. Либо обнаружили то, что не хотят раскрывать, либо столкнулись с чем-то, чему пока нет объяснения. Почему в эпоху спутников и искусственного интеллекта Кайлос остается закрытым? Потому что видеть и понимать – это разные вещи. Гору можно снять в деталях, но то, что она делает, камера не фиксирует. Возможно, Кайлос – это не объект для изучения. Это система, которая изучает нас. Прямо сейчас, пока тысячи людей идут по кругу у ее подножия, что-то внутри этой горы продолжает работать. И никто не знает, что именно оно фиксирует. Сегодня Кайлос полностью оцифрован.
Его сняли на камеры в высоком разрешении, изучили по спутниковым картам, измерили каждый участок маршрута. Вы можете открыть телефон и рассмотреть каждый камень на тропе вокруг горы. Данных много. Но все это не сделало Кайлас обычной горой. В 2010-м Китай официально запретил любые восхождения на Кайлас. Поводом стала заявка группы иностранных альпинистов на получение разрешения. Официальная причина запрета – уважение к религиозным чувствам. Но разрешения не существует в принципе. Его невозможно получить ни при каких условиях. Попасть в район Кайласа можно только через систему разрешений, через официальные туроператоры и в составе группы с обязательным сопровождением. У вас заранее есть утвержденный маршрут, и этот маршрут один – это обход вокруг горы. Он прописан до мелочей. Где идти, где останавливаться, где ночевать. Любое отклонение от него сразу фиксируется, потому что группы не перемещаются свободно. При этом формально никто не ставит заборов и не перекрывает гору физически. Вы можете подойти достаточно близко, видеть склоны, рассматривать рельеф, но в тот момент, когда речь заходит о попытке подъема, вам просто не дают сделать следующий шаг. Не потому, что это опасно или технически невозможно, а потому что сама процедура восхождения здесь отсутствует. Человек опустился на дно океана, поднялся на Луну, отправил аппараты за пределы Солнечной системы. Но эта конкретная гора высотой 6638 метров остается нетронутой. Напишите в комментариях, вы бы решились сделать шаг вверх, и как думаете, что именно там охраняют?